Всем привет! На связи Иришка на канале Лисиська. И в этом видео я хочу поделиться с вами своей последней поездкой в Париж летом 2025 года с подругой. Здесь я расскажу о том, где мы жили, как добирались, что ели и что делали. Если вы хотите сохранить и использовать эти знания, то я приготовила бесплатный Notion Guide, который вы можете найти по ссылке в описании. Также в нем вы найдете калькулятор пребывания в Париже. Всего лишь нужно выбрать достопримечательности и музеи, что вы хотели бы посетить, а калькулятор покажет, сколько дней вам нужно в среднем для того, чтобы успеть и ничего не забыть. А если есть идеи для улучшения гайда, оставляйте комментарии под этим видео. Итак, наша поездка началась с прибытия в Париж на самолетах. Я из Лиссабона и подруга из Москвы. Для удобства мы выбрали обеденное время прилета, чтобы по приезде сразу поехать в отель и заселиться, ведь в основном заселение с 14 часов. Рейс подруги был задержан на 2 часа, поэтому я гуляла по аэропорту и ждала ее, а после мы вместе поехали в Париж. Я заранее купила нам билеты, пополнила карты на Виго и Изи, которые у меня сохранились из прошлых поездок и которые вы можете купить за 2 евро в аппарате. С этим билетом вы можете поехать как на метро по 14 ветке с пересадками на нужную вам станцию, так и на электричке Б, что тоже идет в центр города. Мы ехали на электричке, потому что я забыла, что в аэропорт проведено метро. В июле 2025 года цена одной поездки на метро составляла 2,5 евро. Сейчас же, в январе 2026 цена выросла на 5 центов и стала 2 евро 55 центов. Нашим отелем был сетевой B&P отель на станции Порт-де-Шлилыш на окраине 20-го района Парижа. В сравнении с другими местами отель оказался очень чистый, в безопасном районе, с комфортным расположением и по доступной цене. Мы остановились здесь на 4 ночи, и номер стоил 340 евро на двоих. Забросив вещи, мы отправились сразу гулять в сторону Монмартра. Сели на метро, доехали до станции Анвер и поднялись оттуда к собору по лестнице. Есть вариант подъема на фуникулере за 2 евро сбоку от лестницы, если вы не хотите или вам тяжело подниматься. Собор работает каждый день с 6:30 утра до 22:30 вечера и бесплатен для входа. У нас же был план подняться наверх на купол за 8 евро, чтобы встретить закат сверху с видом на Париж. Но мы прибыли в 20:00, а в это время билеты уже не продают и попасть наверх нельзя. В зимний сезон, кстати, подъем на купол закрывается в 19:00. Я была на куполе в другую зимнюю поездку, и вот как выглядит Париж оттуда на закате. Посмотрев собор, послушав местных музыкантов, мы нашли парижское бистро для ужина. Ужин в виде котлеты из фарша, картошки и воды обошелся мне в 9 евро. Плюс мы купили bubble tea в качестве напитка рядом до ресторана за 5 евро. Итого, один день обошелся совсем недорого, так как большую часть дня занял путь в Париж из заселения в отель. 14 евро за еду, 14 евро билет на поезд от аэропорта, 5 евро 2 поездки на метро и примерно 42 евро ночь в отеле на одного человека. На второй день мы проснулись в 8:30 утра, чтобы собраться и поехать в Лувр. Завтраки в отеле у нас не были включены в стоимость, а рядом не оказалось по пути никакого кафе, поэтому мы поехали до станции Шателе, позавтракали в кофейне рядом с метро, завтрак обошелся в 6,5 евро, и оттуда мы уже прошли пешком до Лувра по улице Риволи, наслаждаясь парижским утром. Людей на входе практически не было, поэтому купить билет на месте не показалось сложным, если вы приходите ближе к началу работы музея. У нас были заранее куплены билеты онлайн на 10 утра. Билет моей подруги стоил 23 евро, в то время как я посетила музей бесплатно, поскольку у меня есть португальский вид на жительство и я младше 25 лет. Так что если вам от 18 до 24, 25 или 26 лет, то многие музеи Парижа для вас будут очень выгодными. Также с 14 января 2026 года стоимость билета в Лувр повышается с 22 евро до 32 евро.
На канале вы можете увидеть отдельное видео про Парижский Лувр с короткой обзорной прогулкой по залам дворца. Лувр занял у нас 4 часа, мы прошли его почти целиком, а после вышли в сторону метро через подземный торговый центр и поели уже в нем пиццу. Большой кусок, что мы съели вдвоем, стоил 7 евро. После обеда поехали обратно в отель, чтобы отдохнуть. Вечером у нас был куплен билет в музей оранжереи в парке Тюильри. Не обязательно было возвращаться после Лувра в отель, поскольку музей находится рядом, но мы планировали после оранжереи погулять еще по городу, поэтому 2 часа в отеле помогли нам отдохнуть. Билет в оранжерею стоит 12,5 евро на человека и 10 евро, если вы посещаете музей в пятницу с 18 до 21 часа, что мы и сделали. Вообще это очень удобно, что некоторые музеи работают дольше обычного графика в некоторые дни. Благодаря этому получается посетить больше за один день или сходить куда-то, если вы приехали в вечернее время в город. Мой же билет был бесплатный, опять же потому, что у меня европейский ВНЖ. Бесплатный билет, кстати, оформляется тоже онлайн или в кассе на месте. В оранжерее 2 этажа. Верхний с лилиями Клода Моне и нижний с выставкой творчества современного искусства. В музее мы пробыли примерно 1 час и уже в 19:20 были свободны. После пошли пешком в сторону оперы Гарнье и торгового центра Лафайет, чтобы посмотреть на красивое убранство парижских улиц, торгового центра и зданий, поскольку это дорогой район с лакшери-отелями и апартаментами. Придя к 20 часам в торговый центр, мы узнали, что после этого времени уже никого не пускают на крышу, на которой находится бесплатная смотровая площадка на город. И снова, получается, планы подпортились, и снова в то же время, что и с Монмартром, в 20:00. К 21 часу начало темнеть, и мы вернулись обратно к Лувру, чтобы посмотреть на вечернюю подсветку музея. А еще здесь красивый солнечный свет на закате. По дороге съели рамены по 17 евро. Придя к Лувру, мы увидели огромную толпу людей, сидящих на газоне и выжидающих что-то. Единственное, что могло привлечь внимание, это воздушный шар поблизости. Спросили людей вокруг, что тут будет и во сколько, а они сами не знали, что вообще будет, и просто ждали. В результате нашли в интернете информацию, что это шар с Парижской Олимпиады и что его поднимают в небо каждый вечер в 21:30. После этого мы отправились обратно в отель. За второй день я потратила 0 евро на музеи, 26 евро на еду и 10 евро на транспорт. Музеи для подруги обошлись в 33 евро. Наш третий день начался тоже с утра пораньше, чтобы доехать к Эйфелевой башне к назначенному времени. Сперва мы доехали на метро до станции Альма-Марсо, где находится место смерти принцессы Дианы. Здесь же находится огонь статуи свободы, на которую приносят цветы память о принцессе. Прошлись вдоль реки в сторону башни. Здесь, чтобы пройти внутрь парка, проводят досмотр вещей, а это лучше учитывать, если вы решили погулять по территории под башней. Билеты мы купили заранее онлайн на сайте и запланировали только подъем на 1 и 2 этажи по лестнице без вершины. Билет нам обошлись по 7,30 евро по сниженной цене. Здесь уже, если вам от 18 до 24 лет включительно, то вне зависимости от резиденции скидка применяется ко всем. Подъем по ступенькам был не очень сложный. Суммарно было более 300 ступеней, а в это время погода была пасмурной и прохладной, поэтому ветер нас освежал. 2 этажа мы обошли примерно за час, а потом спустились вниз на лифте. Можно и по лестнице, но на лифте интереснее и быстрее. После погуляли внизу башни в парке, посидели на лавочках среди растений и вблизи пруда. Обязательно сходили на Марсовое поле, чтобы сделать фотографии с башни в полный рост, а потом отправились на другую сторону реки на эспланаду, на еще одну смотровую точку башни, где была сделана та самая знаменитая фотография Гитлера. После мы отправились в отель, чтобы отдохнуть, и купили по дороге в супермаркете готовую еду. В отеле была микроволновка для разогревания, и нам показалось это бюджетным и удобным. Обед примерно обошелся в 5 евро.
Отдохнув, мы отправились на остров Сите, где находится Нотр-Дам-де-Пари. Но прежде мы отправились, по моему мнению, в самую красивую часовню на том же острове – Сейнт-Чапел. Эта часовня расположена в бывшем королевском дворце, используемом до Лувра. Дворец вы также можете посетить, купив комплексный билет на часовню и консьержери на официальном сайте часовни. Я во дворце пока не была, только в часовне. Билет мы покупали также заранее онлайн, но можно и на месте. Он обошелся 19 евро, и здесь уже не было скидки для меня и подруги, поэтому прошли по полной стоимости. В этой часовне красивые витражные окна с изображениями Ветхого и Нового Заветов. После часовни пошли к Нотр-Даму, чтобы увидеть, насколько большая очередь внутрь, и она была большая, поэтому мы поняли, что лучше будет поймать бесплатный билет онлайн и сходить в другое время. Погуляли по острову, поели мороженое, сходили по магазинам и отправились в отель. За третий день я потратила 26 евро 30 центов на билеты, 10 евро на метро и примерно 15 евро на еду. На четвертый день у нас были планы провести весь день в Версале. Правда, планы немного испортились из-за холодной дождливой погоды. Я смотрела прогноз и ожидала, что погода будет гораздо лучше того, с чем мы столкнулись в тот день. Теплой одежды у нас не было вообще, но мы все равно поехали, чтобы посмотреть хотя бы дворец. В нем есть крыша и явно теплее, чем на улице. Добирались до Версаля мы сначала на метро до станции Инвалиды, чтобы пересесть на электричку желтой ветки С, идущей до Версаля. Пересадка с метро на электричку бесплатная, мы платили только за вход в метро у отеля. Позавтракали мы в отеле, заранее купленной едой в супермаркете, а при прибытии уже решили купить кофе в Макдоналдс. Не советую туда идти вообще ни зачем в утреннее время, потому что свой кофе мы получали 30 минут и практически боролись за него. Не было достаточно количества сотрудников, чтобы выполнить все заказы, а количество туристов, прибывающих в этот город ежедневно, представить несложно. Лучше купить кофе в соседних кафетериях. Про Версаль у меня также есть отдельное видео на канале. Задержались мы в нем ненадолго, поскольку весь дворец мы посмотрели в течение 2 часов, а все остальное – это огромная парковая территория с фонтанами. Также в наш билет входил доступ в Большой Малый Трианон, дополнительный дворцовый комплекс Версаля в другой части парка. В него мы не попали, так как сначала окончательно замерзли, а потом пошел сильный ливень и гулять стало совсем неудобно. К счастью, доступ только в парк в будущем можно будет купить отдельно и еще раз посетить музей более подготовленными. Билеты, кстати, мы также покупали онлайн заранее, что я рекомендую, потому что людей здесь очень много. Мой билет стоил 15 евро из-за ВНЖ, у подруги 32, и в него входили дворец, весь парк и комплекс Трианон. Также виртуальный гид по территории, но я им не пользовалась и не могу оценить его пользу. В обед мы поехали обратно в отель по той же схеме – электричка, метро. Перед этим перекусили в кофейне и выпили горячие напитки. А остаток дня прошел абсолютно неинтересно, так как у меня поднялась температура, подруге тоже было плохо, и мы весь вечер и ночь пролежали и проспали, пытаясь восстановиться. У меня были бесплатные билеты в музей Орсе, поскольку было 6 июля, первое воскресенье месяца, и в этот день некоторые музеи Парижа бесплатны для посещения. Эта информация, кстати, есть в гайде. Но мы не пошли, так как чувствовали себя плохо. В четвертый день я потратила 15 евро на музеи, 5 евро на метро и на еду примерно 20 евро. Вся еда была из супермаркета и кофе. А подруга за музей потратила 32 евро. Пятый день был последним в нашей поездке. Отправление самолета было в 16 часов, а выселение из отеля до 12. Поэтому мы решили сходить утром в Нотр-Дам-де-Пари. Билеты я смогла приобрести заранее на сайте предыдущим вечером. Поскольку летом количество туристов значительно больше в сравнении с другими сезонами, то пришлось немного побороться за бронь на время. Бесплатные билеты для входа в собор выкладывают за 2 дня до даты визита, в полночь по Парижу. Я зашла на сайт в 23:40 и уже в это время находилась в очереди на доступ к бронированию. Благодаря этому смогла взять билеты мне и подруге на нужное время утро понедельника. В этот день тоже был дождь, и мы, прыгая по лужам, добежали до собора. Осмотр занял у нас 30 минут. Еще внутри собора можно за дополнительную плату попасть в огороженную секцию сокровищ Нотр-Дама, но мы туда не пошли. После вернулись обратно в отель, собрали вещи и поехали в аэропорт Орли.
В этот раз решили протестировать метро, 14-ю ветку, что прямиком идет в этот аэропорт. Билет стоил также 13 евро. Поели мы уже в аэропорту быстрым перекусом. В сумме вышло 15 евро. Итого за половину пятого дня было потрачено 0 евро на музеи, 18 евро на транспорт и 24 еда. Надеюсь, что вам было интересно вместе со мной посмотреть Париж, а информация из этого видео была для вас полезной. Всем пока!